Привет! По разным причинам мы время от времени начинаем задумываться о том, чтобы приобрести себе камеру видеонаблюдения в целях безопасности, а может быть даже и целый видеокомплект. Именно такой видеокомплект системы видеонаблюдения с Wi-Fi антеннами и монитором-видеорегистратором у нас на обзоре. Знакомая обратилась ко мне за помощью, чтобы подобрать такой комплект видеонаблюдения за частным домом. Она полностью доверилась моему выбору, и я должен был вложиться в бюджет $300. Я остановился на комплекте от бренда Enrun. Бренд, который профессионально занимается системами видеонаблюдения. Не только камерами, но и видеорегистраторами. Как комплектами, так и поодиночно. И в этом обзоре я все честно расскажу и поделюсь своими впечатлениями и, конечно же, тестами. Вы на техноканале «Заградчики обзоры», с вами Сергей. Начинаем обзор. Посылка из Китая шла чуть больше месяца. Доставлена была в двух упаковках. Одна транспортировочная, а вторая фирменная. Монитор, камеры и аксессуары все находятся в отдельной упаковке. Комплект состоит из 13-дюймового монитора со встроенным видеорегистратором и жестким диском. Инструкция и наклейка. Система крепежей, 4 беспроводные видеокамеры, 5 блоков питания, сетевой провод для подключения к Wi-Fi роутеру, 8 прокладок для монтажа и USB-мышка для управления. Весь комплект выполнен в белом цвете, монитор компактный, имеет все нужные интерфейсы для подключения, его можно закрепить либо на стену, либо установить на поверхность. Но чтобы установить на поверхность, необходимо закрепить на нем специальную ножку-подставку, она тоже идет в комплекте. Ну и давайте сразу установим жесткий диск. Открываем заднюю крышку и именно к этой крышке закрепляем жесткий диск. Я покупал жесткий диск на 2 терабайта. И хотя его можно купить у продавца одним комплектом вместе с системой видеонаблюдения, но я его приобрел отдельно. Так вышло дешевле. Ну а в инструкции позаботился производитель и рассказал, сколько можно по времени записать материала с 4 видеокамер. На жесткий диск емкостью 1 терабайт помещается запись примерно за 15 дней. С 4 видеокамер. Именно такой комплект у нас. В разрешении 720p. Я установил жесткий диск на 2 терабайта, а значит будет сохраняться запись за 30 дней с 4 видеокамер. Если же будет 8 видеокамер, то на 2 терабайта можно записать 14 дней. Камеры, кстати, можно докупить отдельно поштучно. Если же вести видеозапись в лучшем разрешении 1080p, места для 4 камер хватит на 2 терабайтах на 16 дней. Вместе с установленным жестким диском монитор весит почти 1,5 килограмма. Он питается от 12 вольт 2 ампер. Этот блок питания специально для видеорегистратора монитора. Подключение всей системы на самом деле очень простое. Среди интерфейсов имеется дополнительно 2 USB для подключения мышки или резервного копирования USB флешки или жесткого диска, сетевой вход RJ45 и HDMI выход для подключения внешнего монитора, например, к вашему домашнему телевизору с большим экраном. Так как камеры работают по беспроводной связи, у монитора имеется 2 антенны, и на каждой камере также имеется 2 Wi-Fi антенны, а значит подключать каким-то длинным кабелем для того, чтобы была видеосвязь, нет необходимости. Нужно лишь подать питание на камеру. По прямой видимости от Wi-Fi камеры до видеорегистратора, то есть до монитора, стабильная связь работает до 50 метров. Если же с небольшими помехами, например, одна кирпичная стена, то до 20 метров. Если несколько стен, то до 10 метров. Огромный плюс, что данный видеокомплект системы наблюдения имеет функцию повторителя. Что это значит? Это значит увеличение расстояния Wi-Fi. Функция повторителя позволяет запустить камеру, находящуюся вне зоны действия сигнала, через камеру, находящуюся в зоне действия, тем самым улучшая сигнал. То есть самая дальняя камера подключается к камере рядом, которая подключена к Wi-Fi монитору. Ну а если и камеры рядом нет, то можно использовать специальный универсальный маршрутизатор-ретранслятор для того, чтобы увеличить диапазон Wi-Fi для вашей домашней системы безопасности. Камера выполнена из качественного белого пластика. Ее размер с крепежом практически с мою ладонь. Также имеется резьба как на штативах, чтобы можно было закрепить каким-то другим образом. Глазок самой камеры защищен стеклом. Немного ниже датчик света, а сверху отверстие микрофона. А за черным стеклом, невидимые для наших глаз, спрятаны инфракрасные датчики, чтобы можно было видеть объекты ночью. В нижней части камеры под крышкой располагается кнопка сброса, а также вход для карты памяти. Это если вы используете камеру отдельно без видеорегистратора. Я выбирал камеры с разрешением 5 мегапикселей. Доступно в продаже также 3 мегапикселя. Кодек сжатия видеопотока H265+.
Фокус составляет 3,6 мм. Если вы ничего не поняли из вышеперечисленных характеристик, то не переживайте, это стандартные, хорошие, отличные, я бы даже сказал, для видеонаблюдения параметры. И дальше вы самостоятельно сможете увидеть тесты, которые я производил на съемку этих камер, как в дневное, так и в ночное время. Как вы заметили на предыдущих кадрах, камеры уже я закрепил для тестов. Вы обратили внимание, что камера может вращаться, а это значит, что она имеет встроенный мотор, и удаленно вы можете управлять камерой либо влево, либо вправо, либо установить круиз-контроль. Но есть одно но. Так как данная модель покупалась больше года назад, до начала войны в Украине, и обзор я только сейчас смог сделать, я обнаружил, что данная модель снята с производства. У компании Enran доступны только модели, которыми нельзя управлять. То есть вы их закрепили в нужном направлении, и они наблюдают за тем, что происходит только перед камерой. Эти же модели чем были уникальны и понравились заказчице именно тем, что они могут вращаться. Совершаю первое включение и произвожу настройки. Внизу имеется два индикатора. Красный — это питание, а голубой — это жесткий диск. Запускаем кнопкой видеорегистратор, и вся система уже запущена. Весь комплект максимально дружелюбный в подключении и настройке. Как вы видите, меню полностью на русском. Связь камер с регистратором происходит автоматически, достаточно включить питание, и комплект сразу начинает работать. Даже новичку будет несложно разобраться в этом меню. Для начала нужно отформатировать жесткий диск, чтобы вся система начала работать корректно. Теперь каждая секунда видео с 4 видеокамер одновременно записывается на жесткий диск. При этом у каждой камеры есть отдельная дорожка. Система имеет 3 типа записи, график записи по каждому из которых может быть настроен отдельно, независимо от других. 3 режима — это постоянная запись, запись движения, запись при обнаружении тревоги. Во время тестирования обнаружил, что камеры имеют очень хороший прием сигнала. Самая дальняя камера, всего лишь на одно деление пропала антенка. Какой уровень сигнала, хорошо видно на каждой камере на экране. А здесь я пытаюсь произвести настройки, где камера должна сработать на тревогу движения. Если обнаружено в тех клетках, где я отметил какое-то движение, то камера сразу об этом предупредит или пришлет уведомление на смартфон. Также я настроил, чтобы на камеру номер 1 при обнаружении какой-то тревоги или движения сразу крупным планом информация выводилась на экран. Такие настройки можно произвести на все 4 камеры. Ведь если картинка открылась на весь экран, значит это уже больше привлекает внимание того, кто стоит рядом с монитором. На улице уже стало вечереть. Давайте посмотрим, как ведет себя камера. Те камеры, которые находятся в более темных местах и захватывают темные участки, уже переключились на ночное видение. Картинка становится черно-белой, а камеры, которые направлены еще на небо, они еще работают иногда в цветном, иногда в черно-белом. Такое происходит именно в сумерках. Если же больше уже темноты, то они уже работают только в режиме инфракрасного освещения. Обратите внимание, как в ночное время инфракрасные датчики улавливают другие инфракрасные датчики с другой камеры, противоположной ей. Человеческий глаз эти датчики не видит, а камера с инфракрасными датчиками эти датчики улавливает. Смотря на это видео, думаю, что там установлена яркая лампочка, но на самом деле там полная темнота. Ну теперь поговорим, как можно наблюдать за тем, что происходит перед камерой, или у вас дома, или на работе. Для этого понадобится установить мобильное приложение. В меню видеорегистратора есть отдельный пункт «Мастер настройки облачной службы» и имеется 3 QR-кода. Сканируем нужный QR-код в зависимости от того, какая у нас операционная система, или получить доступ к облаку ID. Открываем приложение, добавляем и настраиваем устройство. И теперь перед нами все 4 камеры, и любую можно из них посмотреть, управлять, послушать, что происходит перед камерой через встроенный микрофон, а также можно обратиться к тем, кто находится перед камерой, как через переговорное устройство, своего рода видеоняня. А также, если вы что-то прямо сейчас зашли и увидели, и вам нужно этот отрывок записать, нажимаете кнопку «Запись» и записывается то, что происходит сейчас перед вами на камере. Плюс такой системы видеонаблюдения в том, что вдруг пропадет интернет, то все, что происходило перед камерой, будет записано на встроенный жесткий диск в видеорегистраторе. Правда, при условии, что будет еще и свет. Но если все так серьезно, то нужно позаботиться и об автономном питании, чтобы система работала независимо от внешнего источника, так сказать, через бесперебойник. Теперь смодулируем ситуацию. У нас есть важное видеодоказательство, которое нужно сбросить на флешку. Для этого берем флешку, вставляем ее в USB и переходим в специальный раздел для того, чтобы сделать резервное копирование нужного материала в нужный период времени в нужный день на данную флешку. Я выбрал 12 файлов и произвожу копирование.
Копирование происходит быстро. Сейчас мы вставим флешку в компьютер и посмотрим эти файлы вместе с вами. Очень удобно, что у каждого файла в имени указано, с какой это камеры и в какой день и время это снято. Открыв видеоролик, который снимался 9 минут и 45 секунд, почти 10 минут, мы можем посмотреть его свойства. Его вес составляет почти 75 мегабайт. Также соответствуют все характеристики по разрешению и другим параметрам. Без всяких настроек видео сначала было квадратное, но потом, произведя настройки и установив формат 16:9, все видеоролики я уже снимал в данном формате. А это значит шире угол обзора. Ну а это уже я вставил реальные съемки с камеры. Качество съемки как в дневное, так и в ночное время великолепное. Загружу несколько исходников в облако и ссылку оставлю в описании под видео, чтобы вы могли оценить качество видео в исходнике. Это я во время обработки видео специально увеличил этот участок, чтобы можно было посмотреть, как выглядит видео, если вдруг понадобится увеличить и рассмотреть какие-то детали. Естественно, текст не прочитаешь, но все-таки картинка остается явно хорошей. А вот так вот с помощью встроенного микрофона в камеру производится запись человеческого голоса, а также всего того, что происходит вокруг. Привет, я здесь. Ну, вот такие вот тесты. А сейчас еще ночнее покажу вам, как ночью снимается. Но меня удивляет, насколько большое расстояние поддерживает данная камера. Точнее, потому что аж вот там находится главная база с приемником и показывает 3 антенки из 4. Цена улучшенного комплекта в этом официальном магазине $280. Это 5-мегапиксельные 4 камеры плюс монитор-видеорегистратор без жесткого диска. На момент обзора, если применить все купоны, доступные в этом магазине, то цена выходит даже очень ничего — $259 34 цента. Это примерно 9800 гривен. Тогда как такой же комплект уже в наличии в Украине стоит 16 тысяч. Естественно, что лучше заказать в Китае, подождать и сэкономить приличную сумму. Ссылка, где покупался этот комплект, есть в описании под видео. Ставьте лайк за труды. Лично я доволен этим комплектом. Поделитесь своим личным отзывом, понравился ли вам данный видеокомплект и хотели бы вы себе что-то из комплектов видеонаблюдения. Может быть одну камеру, а может быть несколько. А может быть у вас уже есть, вы ими пользуетесь. Напишите об этом в комментарии. Всем спасибо. До встречи в новых видеопроектах. Пока.